370-е годы нашествие гуннов на Европу положило начало великому переселению народов. В конце IV века гунны вышли к Нижнему Дунаю и к 420 годам поселились в Паннонии на стыке современных Австрии, Венгрии и Сербии. После 434 года, когда к власти пришел Аттила, гунны объединили большинство варварских племен к северу от Дуная и Черного моря и стали представлять серьезную угрозу существованию Западной и Восточной Римской империй. В 451 году Аттила повернул свою конницу на Галлию, чтобы разгромить вестготов. В те времена Галлия представляла собой страну, разорванную на части разными германскими племенами. Благодаря щедрым подношениям римскому полководцу Аэцию долго удавалось поддерживать мир с гуннами. Но к 451 году Аттила почувствовал себя достаточно сильным, чтобы сокрушить Западную империю. Ставка Аттилы находилась на территории современной Венгрии. Для похода в Галлию вождю гуннов удалось собрать огромное войско. Весной Аттила пересек Средний Рейн. 7 апреля он захватил и полностью разрушил город Диводурум. Перед лицом грозного нашествия бывшие враги, римлянин Аэций и король вестготов Теодорих, объединились, поскольку войска империи состояли в основном из сборных варварских отрядов и не могли самостоятельно противостоять гуннам. В июне Аттила подошел к Аврелиану на Средней Луаре, в центре Галлии, это современный Орлеан. Подоспевшие объединенные силы Аэция и Теодориха успели спасти город, когда гунны уже проломили его стены таранами. Аттила отошел на Каталаунские поля в 200 километров к востоку от Орлеана, перейдя на правый берег Сены. На обширной равнине в современной провинции Шампань состоялось генеральное сражение. Оно проходило сумбурно. Сначала ночью на встречном марше столкнулись франки со стороны римлян с гиппидами, сторона гуннов, перебив в бою 15 тысяч человек с обеих сторон. На следующий день выяснилось, что римлян и гуннов разделял высокий холм, который первыми успели занять римско-готские войска. У них с левого фланга находились войска Аэция, на правом располагались вестготы Теодориха. У гуннов Аттила с лучшими войсками занимал центр, остготы находились на его левом фланге. Аттила долго колебался, прежде чем атаковать противника. Он начал битву поздно, примерно в 3 часу дня, чтобы наступающая ночь выручила его, если дело обернется плохо. Гунны безуспешно атаковали вершину холма, откуда их сбросили отряды Аэция и Тарсимунда, старшего сына Теодориха. Тогда Аттила обратился к гуннам с вдохновляющей речью и снова повел войска в наступление. Произошла грандиозная упорная битва, шедшая с переменным успехом. В свалке был затоптан упавший с коня престарелый король вестготов Теодорих. Не заметив потери короля, вестготы отбросили гуннов в их лагерь, защищенный повозками. С наступлением ночи бой постепенно затух. Только утром стороны осознали результаты вечерней бойни. Тяжелые потери Аттилы вынудили его находиться в пределах укрепленного лагеря, однако гунны беспрестанно стреляли из-за ограды. На совете у Аэция было решено осадить лагерь противника, взяв Аттилу измором. Но вскоре после этого было обнаружено тело Теодориха, и Аэций посоветовал избранному войском новому королю вестготов Тарсимунду поспешить в Тулузу, чтобы там перед родственниками утвердить свою власть. Не исключено, что Аэций посчитал нужным сохранить разгромленных гуннов в качестве противовеса усилившимся готам. Вестготы покинули поле битвы, а спустя некоторое время беспрепятственно удалились и гунны. Хотя в этом сражении никто не уступил, гуннов сочли побежденными, потому что выжившие гунны убрались восвояси. По количеству участников это сражение стало крупнейшим в Западной Европе в V веке и одним из самых кровопролитных. В битве пало 165 тысяч воинов с обеих сторон, не считая погибших в предыдущую ночь. Аттила не был разгромлен, но вынужден был покинуть Галлию. В следующем 452 году он атаковал Северную Италию. Только эпидемия чумы среди гуннов, а также выдвижение войск Восточной Римской империи в тылы гуннов за Дунай заставили Аттилу покинуть Италию. В 453 году Аттила еще раз вступил в сражение с аланами и вестготами на Луаре, но снова отступил и в том же году скончался. Таким образом, Риму удалось спастись от гуннов, но последующие вторжения германских племен его доконали.